Уточка, а что ты пожелаешь нашим замечательным властям? У нас полно территории. Каждый может себе построить мраморный домик. Предупреждаем вас, за участие в несогласованном публичном мероприятии вы можете быть задержаны и доставлены в территориальный орган внутренних дел. Что вы своим детям? У вас дети наверняка взрослые уже, взрослый мужчина. Вот вы чему учите? Это издевательство над животными! Что? За то! А за что? За что утку дернул? Иметь право на адвоката. В полицию поедем. Пойдемте со мной побежим. Не свидетельствует против самого себя. Что творите-то? Пусти нас. Нарушителям может быть применена физическая сила. Скорее всего, сегодня я окажусь в СИЗО. Мне не нравится коррупция в правительстве, вообще сама тупость этого путинского режима, который чем-то походит даже на сталинский режим. Суть режима – воровать у людей деньги на обогащение нескольких лиц. Россия не Путин! Россия – это мы! Зачем вы человека бьете? Тащи, забирай! Чекайте, что стоите? Надо человека бить! Вы что делаете-то, блядь? Благо, это высшая миссия. Зачем вы его бьете? Своих сажал, своих Он вас питал. не трогает, вы его не трогайте. Достоинство человека, свобода, гордость и честь. Нам всем сейчас не до смеха. Победа решается здесь. Я обычный студент. Я просто работаю и живу в России, мне нравится моя страна. Но то, что с ней происходит, я не могу молчать, поэтому я пришел сюда. Медведева в отставку! Медведева в отставку! Медведева в отставку! Вы исполняете преступные поручения, знаете? Вам будет вообще как жить дальше? Путин уйдет, а вы останетесь жить, ваши дети. Имеете право слушать телефонную волну. Браво! 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 Свободная страна, свободные люди! ОМОНовцы молодцы! Поскольку фильм Навального, он дает такие основания, которые довольно-таки похожи на правду, не было проведено ни одного расследования. Одна из самых страшных проблем России, съедающие мозги таких молодых красавцев, как эти парни, гомофобия. Гомосеки – это болезнь. Мы не средневековье! Продолжай! Россия европейская страна! Точно есть нацисты? Нет! Нету нацистов! Российская культура – это крепкая семья.
Это наши традиции. Женщина с мужчиной рожают детей. А гомосексуализм приводит к тому, молчи, у нас православная страна. Пошли отсюда! Куда нахуй? Слышь, блядь! Убери ее отсюда, блядь. Кусок говна! Нетолерантный! Что ты делаешь? И чё, блядь? Я не буду его... Против гомофобии, русофобии, ксенофобии, антисемитизма. Свободная Россия! Нет оскорбления народов! Особенно чеченского! Предложение перестать воровать. Все проблемы от плохой организации. Как только завод перестает работать, увольняют начальника завода и говорят, что он неправильно организовал свою работу. Никто не увольняет сотрудников этого завода. Они выполняют свою простую работу. Убрать вот эту вот коррупционную власть. Это первый пункт. Вот его, когда преодолеем, сразу же начнем все делать. У нас нет регулярной сменяемости власти. Было бы неплохо в качестве национальной идеи вернуться, во-первых, к 4-летнему президентскому правлению. И мы вспомнили бы дух Конституции, которую в 91 году принимали. И именно тогда вот этот дух Конституции был заложен принцип, что 2 срока и все, и точка. И неважно, есть там какие-то между первым и вторым сроком промежутки или нет. Я хочу выразить свое недовольство нынешней властью. И это единственный способ здесь выразить, только здесь. Потому что по-другому никак не выходит. Меня не устраивает коррупция, меня не устраивают дискриминационные законы, которые в последнее время выходят, и поэтому я вышла. В наше время уже не должны обращать внимание на такие мелочи, как ориентация, пол, возраст. Один за всех и все за одного! Очень устойчивая система, в которой наверху, причем это такая жирная прослойка, это люди, которые повязаны кровью, повязаны черным бизнесом, повязаны, в общем, всем, чем только можно. Если большинство будет понимать, что творится, то мы сможем что-то исправить. Я против нашей власти, против насилия, убийств. Я не люблю гомофобов, сам сталкивался, допустим, там стоят гомофобы. Да. У меня сорвали ленточку сейчас, я ее снова навязал. В общем, мне страшно. Если бы у нас за это начали бы какую-нибудь ответственность нести, возможно, бы стало бы гомофобов намного меньше, но правительство ничего не делает с этим. Некоторые скорее неравенство, чем прямые нарушения прав, например, на заключение браков между ГБТ-людьми. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Имеют право. Статья 31. Это было что-то странное, но при этом акция закончилась, начался митинг, как бы. И начали взять людей просто так, с флагами, с лозунгами какими-то, с плакатиками веселыми. Была уточка веселая, кстати, такая резиновая, желтая, огромная. Это было неожиданно. Ничего неожиданного я не увидел. Вполне привычная ситуация. А понравилось запускать шарики? А я не запускал шарики. Почему? Потому что я наблюдатель. Я не участник акции.